бизнесмен и инвестор. So the normal process of people is usually people start from here. Обычный процесс для людей какой? Они начинают как наемные работники. The next step is that they realize that, okay, they already know this, they are a specialist, they can do the same business by themselves. И когда они доходят до определенного этапа, когда они видят, что все, я стал специалистом, я высококлассный мастер, он начинает делать сам, он становится специалистом или малым бизнесом, открывает свою какую-то контору. Unfortunately, most of the people will stay here. Unfortunately. Yeah, unfortunately, most of the people will stay small. И, к сожалению, большинство людей останутся здесь, в разделе «малый бизнес», маленькими. Они будут иметь мелкий свой небольшой бизнес. They will become their own bosses, but they're still small because they think they know the best. Они сами себе, конечно, хозяева, но они остаются маленькими. Почему? Они думают, что они знают все, и лучше их никто ничего не сделает. So the biggest change actually happens when you're moving from the left side to the right side, when your small business becomes a big business. Очень большие и самые важные изменения происходят тогда, когда вы начинаете с малого бизнеса передвигаться в сферу крупного, большого системного бизнеса. Yeah. So it means there's OPM means you can start to use, OPT, you can start to use other people's time. Очень важно, когда вы начинаете использовать VDL, время других людей. So you can start to use the leverage, the other people can do the Когда work. вы начинаете использовать вот этот вот рычаг, да, другие люди начинают на вас работать. So this is usually the second step. Это обычно второй этап. And if you already have a big business that brings a lot of cash flow, И когда у вас большой бизнес и у вас очень большой денежный поток, so people can start to invest money from their businesses. люди начинают инвестировать с бизнеса, инвестировать деньги в другие какие-то сферы. Okay. Most of the famous and richest people in the world, like Bill Gates, Steve Jobs, who just passed away, Richard Branson, these people are all here in the big quadrant. Большинство тех людей, которые на слуху, Билл Гейтс, Richard Branson, Ричард Steve Брэнсон, Jobs just passed away. Стив Джобс, который только вот недавно умер, да, это люди, которые здесь, в квадранте B, большой крупный системный бизнес. So the biggest difference of this quadrant is actually how you can build a system. Квадрант B, бизнесмен, это показывает на то, насколько вы способны построить систему работающую. Okay. So to give you an example, what I mean by systems is E quadrant is people who are working for the system. Смотрите, когда мы говорим о системе какой-то, да, люди в квадранте Е, работники по найму, они работают в чьей-то системе координат, в чьей-то системе бизнеса. The S quadrant people are usually, they are the system. Люди в квадранте С, специалисты или малый бизнес, они сами для себя являются самой системой. If this system becomes ill, you are, in your bed, then 2 months you don't have also income because you are the system. Если на 2 месяца, не дай Господь, эта система слегла в больницу, то 2 недели эта система не приносит денег, потому что этот человек и есть его система. Okay. So the biggest difference between the small business and big business is big business people are building or creating systems. They are not the system, they are creating systems. Самая большая разница между людьми из малого бизнеса и крупного в том, что крупный бизнес – это люди, которые выстраивают систему. Они сами не являются системой, они выстроили эту систему. So Robert had a very good explanation. What does it mean by B quadrant? И у Роберта есть очень хорошее такое объяснение, что такое B квадрат. He says that his main goal is to build a system, hire a manager, and move on to build another system. Роберт говорит, что моя самая большая идея – это построить систему, нанять генерального директора, который бы занимался этой системой, и уйти выстраивать другую какую-то систему. So it's like he said, it's like building a rally car. It's like a rally car. Это как race car. Это как возможность построить Формулу-1, да, гоночную машину. So you're going to hire the driver to drive this rally car. You don't want to drive the car. Вы построили
гоночный болид, но вы взяли водителя, который будет водить, вам не надо самому водить этот автомобиль. He said he never wants to be the driver, he wants to move on to build the next car. Роберт говорит, что я никогда не хочу быть водителем, я хочу идти и строить следующий автомобиль. And the biggest difference is what I said to is the leverage. So here, the leverage is usually 1-to-1. Помните, мы говорили с вами о рычаге. Здесь сила рычага 1 к 1. Вышел на работу, есть деньги. As much as you do, that's what you get. Все, что вы делаете, вот столько вы и зарабатываете. Here, the leverage can be 1 to 1,000, 1 to 10,000, whatever. Здесь рычаг может быть 1 к 1000, 1 к 10 тысячам, неважно. Because you can use other people's time. Вы можете использовать время других людей. And you can use other people's money. И вы можете использовать деньги других людей. So it's the same question like in a sports. You have a football team which has a 1 player, and the other team has 11 players. Это как для примера игра в футбол. Одна команда состоит из одного игрока, другая команда состоит из 11. So what do you think? Which team has more chances to win? Как вы думаете, какая команда выиграет? Okay. The team, right? So, but even knowing this, that it's easier to work as a team, about 90% of the people are on this side and 10% are on this side. Но даже несмотря на то, что все уже знают, что проще и легче работать в виде команды, да, 90% людей крутятся между вот этими вот двумя квадрантами, и только 10% всего населения вот здесь. Okay. So where we are actually with Sula is that we are exactly here moving this process. Мы сейчас с Суливом находимся на пути перемещения из квадранта специалист в квадрант большой бизнес. And we are also gathering around the people who want to move to the P quadrant. И мы также сейчас общаемся и пытаемся объединить тех людей, которые вместе с нами хотят быть немного другой формации бизнесменов. Because it's much easier to go together as a team. Потому что намного легче командой развиваться.